В далеком 1928 году Volvo выпустили свой первый трак. В 1959 они вошли на территорию Северной Америки. И уже к 1970-му трак Volvo является неотъемлемой частью американского рынка грузоперевозок. Следующие 25 лет они активно работают над изобретением и усовершенствованием новых моделей траков большого и среднего размера, пока в 1996 году они не изобрели модель VN и не задали новые стандарты аэродинамики и расхода топлива. В 1997 Volvo выкупает все свои права у General Motors и меняет свое имя на Volvo Trucks North America. С этого момента, независимы и мотивированы успехом, они вступают в борьбу с конкурентами с целью стать передовым производителем грузовиков. В модельном ряду 2004 года были изменены некоторые детали для повышения аэродинамики, такие как капот, боковые панели и вся кабина в целом. Также были изменены фары. Интерьер грузовика стал более комфортным. VN официально переименован на VNL. И сегодня, в 2021 году, Volvo празднует 25-летие своего главного продукта – серии грузовиков VNL. Один из них я вам покажу прямо сейчас. Самый большой, самый заряженный Volvo VNL 860. По одному из своих последних видео про новые траки я понял, что вас очень сильно заинтересовал Volvo 860, синий трак одного из моих оунер-операторов, который у меня уже очень давно работает. И также я решил сделать конкурс по поводу этого трака. Конкурс заключается в том, чтобы вы угадали, какая стоимость этого трака будет на инвойсе, то есть его total price. Сейчас у меня в руках инвойс на этот трак, цену я вам в данный момент говорить не буду, озвучу ее в конце видео. Хочу, чтобы вы досмотрели это видео до конца, потому что помимо конкурса будет еще интересная информация по данному траку. Также в руках у меня распечатка всех опций, которые владелец этого трака заказал экстра. В первую очередь хотел сказать о цвете этого трака и о красных траках, что я специально их так поставил, чтобы показать контраст и вообще красоту, что траки точно так же, как и машины, они могут быть красивыми. Этот цвет мне нравится не меньше, чем красный цвет. Я считаю, что он очень яркий и на дороге точно так же будет очень выделяться. По опциям этого трака Улугбек заказал себе в первую очередь это дополнительный сет лампочек. То есть все вы знаете, есть такое понятие, как Owner Operator Specs. В это входят лампочки, да? То есть базовые траки, которые мы заказываем, мы не берем эту опцию. Оунер-операторы любят, когда их трак немножко больше выделяется, когда он элементарно ночью, когда ты едешь, у него больше лампочек, это выглядит очень красиво. Одна из самых классных опций, которые есть в этом траке, которая, по крайней мере, лично мне очень нравится, она называется Parking Cooler. Это что-то наподобие APU, но она работает только на охлаждение, то есть она не обогревает трак. Но у нее есть также свои плюсы, то что она работает не от дизеля, здесь отдельно стоят 4 батареи, и другие плюсы те, что, во-первых, нет такого звука, как это APU, также она стоит дешевле, и в обслуживании она тоже намного дешевле. Конкретно в этом траке начальная стоимость этой установки была почти $10 тысяч. Благодаря нашему дискаунту, который владелец этого трака получил, если я не ошибаюсь, она ему получилась
около $7000. Дальше открываем капот, смотрим, что у нас здесь. Двигатель Volvo D13, 500 лошадиных сил. Я уверен, что для любой вообще водитель и оунер-оператор 500 лошадиных сил – это огромный плюс. Вы просто забываете, что такое горы или тяжелые грузы. Просто ездить с таким мощным двигателем – это одно удовольствие. По опциям здесь пишут, что дополнительно это стоило $4600. Также установлен электрический подогреватель двигателя. Это в основном для зимы, когда холодный старт у нас на улице, минусовая температура, есть возможность подогреть двигатель, чтобы он свободнее заводился. Также установлен стабилизатор на передней оси. И в целом здесь слишком много опций, которые все стоят денег, но каждая деталь — это гриль, license plate, все fairings, лампочки, абсолютно все хромовые зеркала, как на капоте, так и основные зеркала. Все вот эти covers, это все стоит дополнительных денег, и причем не маленьких, это от 300 до почти до $1000, всякие разные детали, которые вы видите на этом траке. Конечно, когда ты оунер-оператор и ты владеешь этим траком, тебе хочется, чтобы он был красивый, поэтому я такой выбор поддерживаю, когда потратится немножко больше. Водитель проводит в траке основную часть времени своей жизни, поэтому он хочет этим наслаждаться, и он готов на это потратить немножко больше денег. Поэтому я Улугбека поздравляю, искренне за него рад. У него будет один из самых красивых траков на дорогах Америки. Ну что, посмотрим, что внутри. Сразу могу сказать по интерьеру, что материал, из которого здесь все сделано, другой, чем в обыкновенной комплектации, которую заказывают такие компании, как мы. Первое, что сразу бросается в глаза, и не только в глаза, это чувствуется на ощупь, это его руль в прямом смысле этого слова. Он сделан из кожи, очень приятный на ощупь, и также в нем присутствует красная строчка, такая же, как есть во многих дорогих машинах, и которая прибавляет вот это ощущение немножко большего комфорта, и тебе приятно просто держаться за этот руль. Также из комфорта одним из главных могу выделить это сиденье, которое он заказал, из материала, из которого они сделаны. Мы видим здесь часть из кожи, часть из материала, но также важно, это тут больше 15 положений, в каком это кресло вы можете поставить. Также, если я не ошибаюсь, по документам написано, что здесь стоит массажер. Следующей удобной опцией это лобовое стекло с подогревом. То есть зимой, когда вы только приходите на работу и у вас заледенелое стекло, или утром, может быть, проснулись, очень удобно, вы его включаете и абсолютно ничего для этого не делаете. Там не надо его скрести на улице в мороз. Оно само все подтаивает. Единственный минус этого лобового стекла, я знаю по нашим тракам, что их обычно после первого камушка какого-то, когда вам нужно его менять, они не у всех есть в наличии, поэтому люди ставят, по двум причинам ставят простые стекла. Первое, потому что этих нет в наличии, есть другие. А вторая причина, то что эти стекла они более дороже, чем простые стекла. Поэтому на моей практике все, кого я знаю, у кого были такие стекла, были у них буквально один раз при покупке, дальше уже ставили простые стекла. Я хочу выделить два момента по удобству, так как сам был когда-то водителем и даже сейчас помню, насколько это было важно. Первое — это подстаканники. На старых Volvo, еще в старых бади, подстаканники были не совсем качественные, я бы сказал. То есть они постоянно расшатывались, ваши напитки разливались. Может, на новых траках этого не было, но со временем это очень быстро к этому приходило. Здесь они сделали довольно, в первую очередь, большие подстаканники. Да, если вы помните, в старых Volvo туда только маленького размера стаканы влазили. Здесь уже можно какой-то хорошего размера такой маг поставить или даже бутылку.
В этом ничего особенного нет, но элементарно это удобство. Все вы, кто ездит на траках, знаете, да, что мелочи, они тоже играют большую роль. И еще что хочу отметить, важно, особенно на сегодняшний день, впереди здесь на месте водителя, это, только я сейчас вижу, это 3 прикуривателя и 2 отдельно USB порта. То есть можно подключить большое количество девайсов, которыми вы пользуетесь за водительским сиденьем. Теперь я понимаю, почему большинство хотят траки со столиком. Это невероятное удовольствие, комфорт. После тяжелого рабочего дня можно не просто сидеть на матрасе, а на маленьком столике выдвигающемся, делать какие-то свои дела, либо кушать, либо заполнять документы. Это очень удобно, просто мега удобно. Можно комфортно расположить одну руку здесь, другую здесь. Компьютер поставить одновременно, я не знаю, обедать, ужинать, что угодно делать. Но, конечно, это очень хорошая опция. Наверное, если бы я был сейчас оунер-оператором, я бы однозначно брал бы себе такой трак и с такой опцией со столиком. Так как я еще никогда не сталкивался с этим паркинг-кулером, то я могу предположить, что это он, а его контрольная панель. Сейчас попробую включить его. Так, ну включился он довольно быстро. Ой, уже начал дуть. То есть это было сколько, может быть, 5 секунд. Выставляем себе температуру поменьше. Он также показывает батарейку. То есть там стоит 4 батареи внизу под кэтвоком. Он ее показывает как батарейку на телефоне. Также я потом узнаю у Бека через уже несколько, наверное, месяцев, насколько хватает этой батареи, если трак находится в незаведенном состоянии. Также еще из комфорта и удобств могу добавить, что здесь дополнительные есть такие кармашки, куда можно вложить всякие вещи, которые вам нужны, когда вы находитесь или за столом, или когда отдыхаете в кровати. Также колонки здесь стоят дополнительные, то есть если вы хотите здесь хорошую музыку, фильм посмотреть или что-то еще, если вы особенно подключите его через центральную систему, я думаю, звук будет здесь хороший. Также удобная здесь панель климат-контроля, если я не ошибаюсь, то в старых 860-х она здесь же и была. Ну и есть 2 прикуривателя, которые всегда выручают, особенно я точно знаю, что они часто выходят из строя, поэтому если есть 2, один вышел из строя, всегда есть запасной. Залазим теперь на 2-й этаж. Удобная такая ручка. Она закрытая сейчас находится в данный момент, но когда вы на нее тянете, я слышу такой клик, оно открывается. Тянете, довольно она спокойно открывается. Также она по сравнению с предыдущими моделями более жесткая. То есть раньше вот эти все верхние полки, они были такие мягкие, что со временем спать просто здесь было невозможно, потому что оно прогибалось. Сейчас они это немножко исправили. Также есть, это еще без матраса. Матрас сюда идет отдельно. Кстати, хороший вариант купить 2-й такой же матрас, иметь, для того, чтобы сверху его стелить на 1-м этаже на вот эти маленькие подушки. И если вам нужна дополнительная помощь для того, чтобы залезть, или вы не хотите ногами становиться на подушке, есть лестница, она есть во всех 860-х, поэтому здесь ничего нового. Ее главное здесь закрепить, поставить в пазы, для того, чтобы она жестко стояла. Мы сейчас ее даже протестируем. Все, можно выезжать в рейс. Улугбек, возьмешь меня с собой? Здесь наверху также есть свои удобства. Я вижу, что есть один подстаканник, есть Access в обе полочки, для того, чтобы не открывать их здесь сбоку. Можно положить что-то здесь. Свет отдельно включается. Также есть дополнительные здесь отсеки для хранения чего-либо. Опять же, есть вот эта сетка безопасности. Всем всегда советую, кто спит наверху в тиме, когда едет во время езды. Это штука, которой стоит пользоваться, потому что сам знаю, ребята при каком-то там торможении просто падали с верхней полки вниз и получали серьезные травмы. Первый раз я с этим столкнулся, когда
Я, наверное, был в своем втором или третьем рейсе, ехал через Монтану. Меня там поставили out of service в Биллингсе на вейстейшене. И уже утром, да, когда я готов был ехать дальше, ко мне подошел парень с соседнего трака. Он на русском разговаривал, мы все можем определить, на каком языке мы разговариваем. И спросил, куда я еду и могу ли я подвезти его напарника в Спокейн, потому что он стоит out of service еще долго, что-то с траком там неполадка была. Я говорю, а что случилось? Он говорит, ну вот ехали пару дней назад, он был за рулем, а его напарник спал наверху, и была какая-то аварийная ситуация, он затормозил, и его напарник упал вниз и очень сильно, не сломал ногу, но очень сильный был вывих, он не мог на нее встать. И в дороге никуда не хотел идти в больницу, думал, доеду так уже до Спокейна, там осталось несколько дней. Ну и так как его поставили out of service, то из Биллингса я его тогда довез до Спокейна, оставил его где-то на компании, где, я уже не помню точно, но если я не ошибаюсь, или друг, или жена его забрала. Поэтому на верхней полке, если вы спите во время езды, обязательно пристегивайтесь, используйте эту сетку безопасности. Ну что ж, осталось взять эту малышку на тест-драйв, или этого красавца, я бы сказал. Он будет у нас мужского рода. Конечно, мы сейчас трейлер цеплять не будем по нескольким причинам, потому что это сейчас займет время, и плюс у нас нет никакого груженного трейлера. С пустым оно особо разницы не будет никакой. И вообще для того, чтобы полностью прочувствовать всю прелесть этого трака с его двигателем, со всеми комфортами, да, все, что в нем есть, конечно, это нужно груженный трейлер и ехать где-нибудь по горам, по интерстейту, разогнаться до нормальной скорости, чтобы это все прочувствовать. Я думаю, что нам будет достаточно проехаться на бобтейле. Сразу же воспоминания, я бы уже сказал, наверное, почти 10-летней давности. В 2013 году был последний раз, когда я ездил в рейс. Не то, что сидел за рулем трака-то я сидел часто. Но для того, чтобы выехать именно куда-то проехаться, это уже более 8 лет сейчас прошло. Поэтому все-таки присутствует желание зацепить трейлер и рвануть куда-нибудь на вест. Моя любимая трасса всегда была это 80-ка. Хотя ее многие не любят, потому что там Вайоминг, снега, дороги закрывают, но все равно она всегда считалась, по крайней мере тогда, да, я не знаю, как сейчас, потому что это много уже времени прошло, но мы всегда любили, вот, 80-ки это была идеальная дорога. Зимой, конечно, 40-ка тоже была хорошая, но так получалось, что я по ней ездил не так часто, грузы у нас в основном были, у меня лично, или в Северную Калифорнию, или куда-нибудь Орегон, Вашингтон. Конечно, чувствуется, что именно 860-я Volvo, она немножко по-другому ведет себя, даже учитывая, что мы без трейлера, но она не прыгает так, как сумасшедшая, просто потому что она намного тяжелее 760-й. Плюс она длиннее, и устойчивость у нее тоже намного больше и лучше. Сейчас еду 43, и скорости абсолютно не ощущаю. Всегда, что в Вольвах мне нравилось по отношению к другим тракам, на которых я тоже ездил, это обзор. Размер этого лобового стекла, это как будто бы даже нет этого капота впереди. Размер зеркал и боковых стекол тоже довольно большой. Конечно, он не изменился с годами, еще там с конца 90-х, когда модель VN только начали делать. Вот, кстати, я замечу, мы только что проехали железнодорожный переезд. Обычно, когда я переезжаю его на машине, то все трясется просто. Сейчас проехали на траке, его как будто бы и не было. Я не знаю, как вы это ощутили или нет с другой стороны экрана, но я его прошел очень мягенько. Ну да, при такой езде 500 лошадиных сил ощутить тяжело. Как я сказал, нужно для этого ехать с полным фаршем,
быть груженным 80 тысяч паундов и подниматься где-нибудь на горку после Ларами в сторону Шайена. Вот там это хорошо проверилось бы. Или если по 80-ке подниматься из Калифорнии со стороны Сакрамента, там тоже очень хороший подъем, который этот трак может, я думаю, просто на круиз-контроле полностью груженный подняться без каких-либо усилий. Ты здесь просто чувствуешь себя настолько комфортно, что тебя абсолютно ничего не смущает. Да, многие говорят, что ты там устаешь как собака, времени ни на что нет. Ну, ребята, это уже каждый из вас сам определяет свое расписание и часы работы. Также это может определить компания, в которой вы работаете. Да, есть компании, которые гоняют, есть компании, которые дают недостаточно миль, но этих компаний сейчас настолько много, что вы можете сами себе выбрать ту компанию, которая сможет сделать для вас такой график работы, что вы будете ездить и наслаждаться своей работой, а не думать про это, что это собачья работа. Тем более, что у вас есть возможность кататься на новых траках. На таком траке это не работа. Я бы сказал, что это путешествие по Америке и отдых такого рода, какого некоторые люди никогда в жизни себе позволить не смогут. Те ребята, у кого есть возможность работать на новой технике и ездить по Америке, ребята, вы счастливчики, вам еще за это платят довольно-таки неплохие деньги. Коробка очень мягкая, она переключается, ты только слышишь вот эти переключения, но не ощущаешь их. То есть трак ровненько как ехал, так и продолжает ехать. Скорее всего, когда ты с трейлером и с грузом, оно еще меньше, ты вообще ощущаешь вот эти вот переключения. Вот, слышали, как оно сейчас? Так просто плавный такой переход, в основном звуковой, но в движении я его никак не почувствовал. Я уже говорил в одном из своих видео, что я все-таки это сделаю когда-то. Я хочу поехать в рейс с одним из своих водителей. И вот этот трак мне очень нравится для этой идеи. Поэтому если, Улугбек, ты не против взять меня с собой в рейс, то я бы с удовольствием проехался бы с тобой в любую точку Америки. Очень круто. Тормозит просто шикарно. Оператор только что чуть не вылетел в лобовое стекло. Вот, сейчас мы, кстати, разгонимся. Держись, Вовчик, сейчас буду... Снимаешь, да? Выезжаем на хайвей. Опять же, я не думаю, что меня что-то смутит в этом. Я уверен, что он сейчас будет ехать просто идеально. Я педаль в пол не давлю, стараюсь аккуратно, но он... Конечно, это бобтейл. Я знаю, сейчас многие из вас начнут писать, что да что ты на бобтейле едешь. Конечно, там умничаешь, сидишь. Любой бобтейл будет разгоняться довольно-таки быстро. Ребята, мы тестируем. Я просто хочу вам показать детали этого просто отличного, прекрасного трака, который на сегодняшний день не каждый человек может себе позволить. Кстати, интересный факт. На заводе, на котором собирают эти Volvo в Америке, время сборки одного трака вот, от шасси до установки акселей и кабины и всего остального, чтобы он уже выехал готовый на тест-драйв, занимает от 4 до 5 часов. В это тяжело поверить, но это так и есть. И также интересный момент, что каждые 20-30 минут с конвейера выходит уже новая Volvo. Я смотрел сам процесс сборки. У них есть несколько мест, где собираются отдельные запчасти. То есть начинается все еще в Швеции, откуда привозятся блоки двигателей. Они привозятся в Хэггерстаун, Мэриленд. Там заканчивается сборка двигателя. И потом это все везется, если я не ошибаюсь, это завод находится в Вирджинии, где полностью происходит уже сборка финальной конструкции этого трака. Невероятно удобное сиденье. Я попробовал поиграться с настройками. Это нужно какое-то время на нем поездить, поиграться с ними и понять, что конкретно они делают, и выбрать самое удобное место для себя. Те, кому Volvo не нравится, да, те, кто больше предпочитает Freightliner, Peterbilt, Kenworth, я на это смотрю проще, да, то есть
Это вечная битва между этими брендами, точно так же, как Android или Apple, или Cadillac или Mercedes. У каждого бренда есть свои фанаты, свои любители. Долго на других брендах я не ездил, но то, что Volvo является одним из самых комфортных, это я знаю точно. Знаю, что в последнее время фрейтлайнеры и кенворты тоже стали делать более комфортными, чем они были еще в 2000-х годах. У меня, может быть, скоро представится возможность этот трак протестировать для того, чтобы уже на своем опыте сказать, какая есть между ними разница. Знаю точно, что интерьер в кенворте мне понравился очень. Я не скажу, что он лучше или хуже, он просто другой, он приятный. Я на нем не ездил, просто был внутри этого трака, но могу сказать, что он, наверное, на сегодняшний день может посоревноваться с Volvo. Лет 10 назад я бы так не сказал, особенно про фрейтлайнер. Фрейтлайнер тоже очень хороший, сидел внутри, не ездил. У нас ни у кого в компании фрейтлайнера нет. Если у кого-нибудь есть возможность дать его на тест-драйв, то мы можем сделать тест-драйв как на фрейтлайнере, на кенворте и сделать какие-то выводы. Поэтому не нужно писать о том, что Volvo это говно. Сразу говорю, если вам нравится какой-то другой бренд, я уважаю ваше мнение, уважайте мнение других людей, которые выбирают Volvo. Что могу сказать? Эмоции переполняют, езда супер комфортная, могу только порадоваться за хозяина этого трака, который будет на нем ездить, но также хочу обрадовать ребят, которые работают в нашей компании или которые только планируют к нам присоединиться. В течение этого года в состав наших траков добавится 10 860-х Volvo, только красного цвета, с похожими опциями. Конечно, не Owner Operator Specs, но там тоже будет достаточно опций. И чтобы подвести к концу это видео, конкурс, про который мы говорили в самом начале, про цену на этот трак, которую вы все в комментариях пытаетесь угадать. Этот инвойс я вам сейчас покажу. 162 062 доллара. Я поздравляю того, кто приблизился максимально к этой сумме. Вы выиграли 100 долларов, которые я вам отправлю в любую точку мира. Если вдруг у кого-то из вас возник вопрос, почему такая сумма, я бы сказал, что она маленькая. Все по одной причине, потому что этот человек работает с нами уже 5 лет, и мы помогли ему добиться такого дискаунта, который этот заряженный трак приблизил к такой низкой сумме. На документах, которые я держал ранее в этом видео, цена на этот трак 212 тысяч. Конечно, это стартовая цена, которую никто никогда не платит, но даже с дискаунтом трак в данной комплектации стоил бы больше, чем 180 тысяч. Также я забыл добавить, что здесь он еще взял дополнительную гарантию на 600 тысяч миль, что обычно берут только оунер-операторы. Я лично сделал бы точно так же. Если бы я ездил на своем траке, я хотел быть уверен на долгие мили, что мой трак имеет гарантию, что у меня никогда не будет с ним проблем. А даже если и будут, то я никогда не буду платить большие деньги за ремонт. Это будет покрыто гарантией. Хотел поблагодарить вас еще раз за то, что вы смотрите мой канал. По просмотрам я вижу, что вам нравится, они растут. Поэтому продолжайте меня поддерживать, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также добавлю, что в нашу компанию в течение этого года еще добавляется много траков. Поэтому, если у вас есть желание работать с профессионалами в надежной компании, мы ждем вас в наших рядах.